Поговорим о 7 невероятно крутых приемах, которые мгновенно снимут боль. Я обучал этим техникам мануальных терапевтов и физиотерапевтов, но адаптировал их для самостоятельного применения. Для некоторых будет нужна помощь другого человека. Первая техника — от боли в плече. Нужно лечь на живот. Если болит левое плечо, кто-то должен работать с противоположной икроножной мышцей. Если болит правое плечо, то нужно работать с левой икроножной мышцей. Я покажу на примере, как это работает, но причина, по которой это так, в замкнутых контурах. При ходьбе правое плечо противоположно левой ноге. Делаете шаг, и теперь левое плечо противоположно правой ноге. Это такая перекрестная электрическая схема, соединяющая правое плечо с левой ногой. И левое плечо с правой ногой. Покажу на примере. Проблема в правом плече. Значит, работаем с противоположной икроножной мышцей. Нажимаем на мышцу, и вот так все прорабатываем. Это место будет чувствительно на противоположной стороне. Нужно все проработать. Еще нужно хорошо промассировать ахиллово сухожилие. И массировать так часа 2. Я шучу. Где-то минуту. Вот так проработаем. Работайте над этой зоной. Теперь сядьте. Теперь поднимите руку. Да, лучше. Лучше? Намного лучше. Хорошо. Насколько лучше по шкале от 1 до 10? Где-то, наверное, 9, 9,5. Перейдем к следующей технике, удивительной технике. Сначала нужно найти область боли и просто нажать на то же место с противоположной стороны, как бы в зеркальном отражении. Если болит с одной стороны, нажмите с другой стороны. Нажмите в смысле помассируйте. Чтобы избавиться от боли на одной стороне тела, нужно надавить на противоположную сторону. Сейчас покажу. Сначала нужно выяснить, где болит с этой стороны, и нажать с другой стороны. Допустим, болит сверху. Возьмем противоположную сторону, промассируем здесь. Можно справиться и самому, но можете и попросить кого-то. Просто покажите, как это сделать. Покажите это видео. Массируйте вот здесь. Это избавит от боли там. Главное — найти точное место в зеркальном отражении. Как понять, что вы его нашли? Оно будет очень-очень чувствительно. Как только найдете его, человек сразу воскликнет «Ай, больно!» И тогда уже работаем над этим. Но мы еще не закончили. Нужно поработать над локтевой мышцей и двигаться вверх. За нижнюю часть не волнуйтесь. Будем работать над локтем, а затем над мышцами на противоположной стороне. И нужно проработать бицепс и трицепс на задней части. Будем массировать вот эту зону. С возвращением. Поговорим о правом плече. У многих людей есть боль в правом плече, но она может идти из желчного пузыря. Существует диафрагмальный нерв, который идет от желчного пузыря к правому плечу. Поэтому если вы работаете над правым плечом неделями, а то и месяцами без особых результатов, то, скорее всего, причина не в плече. Она исходит откуда-то из другого места. Далее я покажу технику, которая может с этим справиться. Смотрите. Вот в чем проблема. Если вы едите слишком много орехов, семян или арахисовой пасты, это сильно затрудняет работу желчного пузыря и протоков, соединяющихся с желчным пузырем. Просто запомните это. Когда вы думаете, чем бы таким вкусненьким быстро перекусить, вы часто выбираете орехи. Съедите много, будет раздражение желчного пузыря. Вы можете почувствовать небольшое вздутие живота. Здесь есть маленький нерв, который идет от желчного пузыря через печень и до плеча, до шеи и до головы. И если этот нерв здесь защемится, это как наступить на хвост собаки. Лаять будет здесь. Будет болеть с правой стороны шеи или в плече, где угодно в плече. Может даже дойти до правой ноги, где-нибудь справа.
И даже в правой лопатке со стороны спины за плечом. Вы почувствуете, что здесь все напряжено, и вы будете уверены, что это просто боль в шее или проблемы с плечом, когда на самом деле это те орехи. Запомните, что это может быть одним из источников. С возвращением! Вот еще очень классная техника. Будем проверять диапазон движения в определенных частях тела и сравнивать движение вправо и влево, вперед, назад. Мы ищем области ограничения. И чтобы это исправить, нужно растягиваться в противоположном направлении. Вот пример. Мышца, которая постоянно в состоянии напряжения или сокращения, не может расслабиться. Можно либо стимулировать противоположную мышцу с помощью давления, либо ее растянуть. Если мышца не двигается в эту сторону, значит, растягиваем в противоположную сторону. Я растягиваю сюда и расслабляю. Секунду растягиваю и расслабляю. Все, что я делаю, это растягиваю в противоположном направлении. Это все. Если сделать 10 повторений, хорошо растягивая мышцу, рука намного лучше станет поворачиваться вниз. Видите? Вот так вот. С возвращением. Есть еще одна техника для вас — растяжка лопатки. Замечательно для зажимов в шее. Очень часто причина таких зажимов на самом деле не в шее, а в плечах. И для следующей техники все, что вам нужно, это складной стул. Смотрите. Сейчас повернусь спиной и покажу. Найдите лопатку, такую кость сзади, выдвиньте ее немного и как бы насадите на стул. И теперь слегка осядьте на стуле и растяните все плечо вверх. Видите, я зацепил нижний край лопатки за спинку стула. И сидим так около минуты. Тянем плечо вверх, опуская тело вниз. Затем поменяем сторону и поработаем над другой лопаткой. Знаю, выглядит странно, но это работает. Я просто откидываюсь назад и толкаю плечо вверх. При работе с противоположными мышцами будут отправлены сигналы в трапециевидные мышцы для расслабления. Просто попробуйте и увидите, что это работает. Приступим к следующей технике. А что, если вы ударились носом? Где противоположная сторона носа? Как с этим работать? Эта техника поможет при травме носа. Многие люди получали удар в нос, травмировали его в результате автомобильной аварии, падения или чего-то еще. Эта техника даст невероятное облегчение и фактически поможет дышать. Смотрите. Сейчас покажу, как справиться с этой травмой, потому что она осталась в носу. Сила перемещается к соседней кости и застревает в маленьких суставах рядом с носом. И вот здесь, сверху, мы будем воздействовать на нос таким образом, не напрямую. Надавим на эту кость вот здесь. Должно быть слегка чувствительно. Чувствуете? Да. Надавливаем вот сюда, под глазом. Не выколите глаз. Я не показываю вам фак. Надавливаем в эту сторону и также на другой стороне. Мы воздействуем на нос таким образом, надавливая и удерживая около часа. Шучу. Это снимает давнее напряжение возле носа. Травма остается в тканях, словно сила, которая застревает, как стоячая волна. Это применимо к любой травме, но нос — обычное явление для людей, которые перенесли операцию на носу, ломали нос, получали удар в нос. В верхней части есть шов. Мы опускаемся вот так, прямо в нос. Итак, последняя техника. Она для черепных травм. Если у вас была травма, вы ломали череп или получили другую травму черепа, запомните эту технику. Поехали. Я покажу, что делать. Нужно массировать противоположную сторону. Дайте взглянуть. Вот здесь, да? Угу. То есть вам вскрывали череп, так?
Да. Я нажму на противоположную зеркальную сторону. Сейчас покажу. Я просто массирую. Когда вы найдете правильное место, оно будет очень чувствительным. Очень чувствительным. Скажите мне, когда почувствуете. Посмотрим. Скажите, где-то здесь? Близко. Здесь или здесь? Вот здесь. Отлично. Как только найдете место, начинайте массировать, потому что при операции или травме могут сдвинуться пластины в голове. В черепе есть места соединения костей, которые называются швами. А вот здесь? Да. На противоположной стороне всегда будет чувствительнее. И массируем около часа. Шучу. Чувствуется напряжение, да. И эта сторона без повреждений. На противоположной стороне всегда в 2 раза чувствительнее. Я нажимаю точно на место, где был разрез, но на противоположной стороне. Теперь как бы тянем вверх. Нельзя нажимать на сторону, где был разрез. Теперь я возьму большой палец и надавлю снизу вверх на шов. Шов — это соединение костей черепа. Чувствуете? Ага. Главное не испортить прическу во время процедуры. Это самое важное. Во время операции человек под наркозом, но тело хранит память. Теперь один секретик. Если травма была на этой стороне, мы давим как бы внутрь нее, так что я могу и сюда надавить. На бровь. Кто-то наступил ему на голову во время игры в баскетбол 6 лет назад. Вот здесь. Нажму здесь. Скажите, когда почувствуете. Здесь, здесь. Здесь. Да, хорошо. Противоположная сторона. Я, кажется, закрываю кадр. Посмотрим, а если так? Это не факт, если что. Вот здесь это место? Да. Хорошо. В следующий раз, когда кто-то соберется наступить вам на голову, уворачивайтесь и уклоняйтесь быстрее, чтобы они не приземлились на череп. Теперь, что мы делаем? У него была компрессионная травма, когда ему было 3 года. Поэтому я, как бы это сказать, приподниму его за череп. Вот задняя часть черепа. Видите? Я приподниму вот здесь и растяну тут все, чтобы убрать это давление. Хорошо или плохо? Хорошо. Я вытягиваю связки между черепом и первым позвонком, в котором была трещина. Это поможет нормально спать и чувствовать себя нормально. Надеюсь, вам понравилось. У меня есть еще одно замечательное видео об иррадирующей боли. Посмотрите.